Как же тяжело! Достать языком до локтя! Это же невозможно! Фуф! Ну чё, нормальная квартирка. Брайан, а вы где с ботаном будете жить? Да я угораю, ботан, не дрейфь. Брайан, а может стоило пораньше ту квартиру спалить? Ну кто ж знал, что мне от ютуба такое общежитие выделят? Что? Да это Брайан угорает, ботан, расслабься. Так, я буду жить здесь. Ну вообще-то это кухня. Не вижу противоречий. Так, что это за фотография? Да так, фигня, свали отсюда! Не, так дело не пойдет. В конце концов, у нас уже есть один секрет. Так что давай рассказывай. Но это посерьезнее той кассеты будет. Эй! Ладно, ботан, завари-ка чайку, да покрепче. Что? Ну так в сериале одном про зэков говорили. Ну давай уже, начинай. Да как я начну, если он горячий? Рассказывать начинай. Короче, у нас было 3 подруги. Я, Мразота и Тварь. Хотя на самом деле их звали Кончита и Аглая. Ну да, Мразота и Тварь как-то поприличнее звучит. Мы учились в одном классе, и вся школа знала и боялась нас. Нас называли 3 уродины. Мы дружили с самого 1-го класса. Мы такие крейзи. Но однажды все изменилось. Я очень хорошо помню этот день. В тот день в нашей школе появился он. Новый ученик. Нет! В тот день в школе появился новый... Учитель? Да нет же, блин! В тот день в школе появился новый ремонт. А у Аглаи тогда были жесткие контры с директрисой. Та ее вечно обвиняла в краже мела. Воруешь, тупая дура! Кто тебе разрешал его брать? Ты у меня попляшешь! Ты у меня попляшешь! Та, конечно, подворовывала, но и ее можно было понять. Тогда всем не хватало кальция, и мелоторговля процветала. Сначала деньги, потом товар. Ну вот Аглая и решила подгадить директрисе и написала на новой отремонтированной стене «Директриса шлюха». Что написала? Шлюха! Ботан, еще один чих, и я разобью твое уродливое еб... Ладно, у меня просто аллергия на маты. В общем, директриса вызвала Аглаю и Кончиту в себе кабинет, а они сказали, что это я написала. Ну, я жду объяснений, побрякушки. Это не мы, это Оливия. И на каких основаниях я могу вам доверять? А теперь послушай сюда. Мы самые прилежные ученицы, учимся на одни 5. Никого не бьем и матом не ругайся. И на доске все Оливия написала. Короче, отчислили меня из 8 класса в тот же день. Так вот почему ты такая... такая... не во всех областях эрудированная. Короче, я очень сильно расстроилась. Сегодня вечеринка в честь отчисления у меня дома! Приглашаю всех! Но простить такой подставы своим подругам я не могла. Я не спала несколько дней. Думала, как им отомстить? Да нет, просто тогда сериал прикольный вышел. Это правда? Как им отомстить, я придумала сразу. Ботан, намути-ка мне бутер. Боже мой. Хорошо. С Аглаей я разобралась быстро. Когда она была на физкультуре, я украла ее вещи. У меня был фотоаппарат. И тут уже было дело техники. А, я понял. Ты сфотографировала ее голову и развесила все фотки по школе? Нет, болван. Но я смотрю, ты не такой уж и ботан. Сфотографировала одежду. И что? Представляете? Из-за этого она ходила в школу в платье прошлогодней коллекции. Короче, вы не девочки, вам не понять. Да и ты не модница.
Аглаю запозорила вся школа во главе с директрисой. Ей пришлось уйти из школы, а потом и переехать с родителями в другой город. С Кончитой было посложнее, у нее практически не было уязвимых мест. Поэтому я решился на кое-что очень серьезное. Я взломал ее инстаграм и удалил оттуда все фотки. А там была фотка, которую лайкнул Рома Желудь. Воу, да ты просто сумасшедшая! Это же жестко! Кто такой Рома Желудь? Да, кто такой Рома Желудь? И что с ней стало? Как она теперь живет? А как ты думаешь, человек живет без инстаграма? Ну да, мне кажется, здесь ты переборщила. Вот такая вот история. Ботан, сделай-ка мне еще чайку. Ладно, Ботан, ну ты что, тоже повелся? В смысле? Ты все придумала? Ну конечно, фотку показывать не хотела, потому что у меня там прыщ уродливый был. А когда Ботан мне начал бутер делать, то все, меня было не остановить. Ну и фантазия у тебя больная. Это у меня больная? Ты свои видосы видел? Придурок. Короче, все, я спать. Сумки разберете сами. Да. Хорошо, что эти дебилы не знают правду. Чё пришла? Швабра. А ничего. Ну-ка, брось, иди сюда, огребешь ты сейчас полна. Как тебе на вкус труба? Кушай мело, не беда. Кушай больше кальция, кости будут крепкими. Что, тебе не нравится? Значит, скушай это. Ну а ты куда пошла? Все равно найду тебя. Ты испачкалась немного, помощь моя не нужна. Покатайся на качелях, но смотри, не улети. Ну а если улетела... Упс, я так не хотела. Да, я пошла. Если тебе понравилось это видео, то скорее ставь лайк, а также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать все новые видео. Ой, но кажется, мне уже пора на самолет. Пока!